Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами определимся с конфликтными местами на осях вариативности, которые можно исправить, используя Glyph Master. Итак, что нам для этого понадобится? Здесь на карте вариативности нам нужно найти то место, которое нас больше всего раздражает. Я выберу среднее значение, потому что где-то примерно вот здесь на 87 ширины у нас уже начинается такой некрасивый изгиб. Если я кликну сюда, то в принципе здесь вот я увижу 700 на 87. Но если я попробую создать мастер для этой буквы и нажму вот этот плюсик, он мне покажет вот значения более цельные. Но иногда бывает, вот я вот сейчас поводил, как видите, вроде бы я выше-ниже делаю, а цифра у нас почти не меняется. Жму сюда на плюсик, мы видим, что здесь у нас уже какие-то дробные значения. Поэтому что мы делаем? Мы либо здесь их удаляем, либо просто кликаем сюда, и тогда он как бы его округляет. Вот я выбрал 87. Вот здесь у меня дробные значения делает. Кликаю на вот это положение и снова жму плюсик. Не получилось. Так, ладно. Кликаю сюда, плюсик. Вот он у меня обнулил. Но самый простой вариант, я знаю, что у меня 87, это то, что мне как бы не нравится. Поэтому я перехожу вот сюда на слайдер, здесь просто пишу 87. Теперь жму плюсик, здесь все у нас хорошо. Делаю только для текущего глифа. Другие глифы, другие мастера мне трогать не нужно. Поэтому я просто жму ОК. И вот у меня появился такой Glyph Master. Как видите, у нас все зеленые, и этот тоже зеленый. Это значит то, что он участвует в интерполяции. Переходим в карту вариативности. И если теперь я повожу вот здесь, то вот теперь мы видим, что у нас вот здесь появились искажения. Видите? Я сейчас, допустим, открою букву А. Так. Открываем букву А с той, которую я рисовал ранее, и посмотрим, что у нас происходит. Вот примерно, вот тут в принципе все нормально, но вот как я выхожу сюда, у меня получается какой-то очень сильный контраст. Здесь вообще очень сильный срез. В общем, интерполяция происходит не очень корректно. Здесь это не так сильно может быть заметно, хотя в принципе заметно, но еще более заметно это будет на шрифте Zasker, который содержит больше мастеров, и там это прям очень сильно будет заметно. В шрифте Zasker, который я сделал такую широкую насыщенную букву А и множество мастеров, я тоже добавил Glyph мастера, здесь у меня их больше, но это не столь важно. Если мы посмотрим на карту вариативности, то у нас есть вот здесь обычные мастера, а вот это вот промежуточные. Здесь я их сделал между нормальным и средним значением. Тут в принципе между ними особой разницы нет, но там у нас есть искажение, здесь искажений нет. Почему? Потому что у нас здесь на каждую промежуточную ось Glyph мастера есть по одному виртуальному мастеру, ну точнее созданному мастеру. Если я отключу несколько из них, оставлю только один, как мы с вами делали вот здесь. То есть вот он, Glyph Master, и начну вводить по вот этой карте вариативности. Вот здесь у нас мастера все включены, включая Glyph мастера. Точнее, вот здесь они все включены, а здесь включен только один. Мы посмотрим, насколько сильно будет деформироваться вот этот контур. Я сейчас вот это растяну, и мы посмотрим. Здесь как бы все хорошо, но как только я начинаю уводить сюда, вы видите, насколько сильно отличаются между собой вот эти символы. Почему? Потому что вот здесь у нас, вот в этой области, нету Glyph мастеров. Поэтому, когда мы создаем Glyph мастера, нам нужно создавать их для каждой из вот этих, ну, то есть, чтобы они во всей оси они присутствовали, в каждом из начертаний. Иначе вот такой вот будет происходить не совсем корректный вариант интерполяции. Вот. Но из такого положения, допустим, мы сейчас вот так сделаем, здесь добавим Glyph Master новый. Он у нас тут активируется, добавится. Нет, чуть-чуть я сделаю вот здесь, для вот этой буквы. Я его добавляю. И что у нас происходит? Происходит вот что. Она у нас добавляется уже сразу вот такая искаженная. Поэтому для того, чтобы нам сделать корректный Glyph Master, а не вот такой вот поломанный, нам нужно временно отключать все мастера, между которыми мы интерполируем. Итак, сейчас я вернусь в журнальную рубленую. Вот у нас два этих мастера. Смотрим. В общем, здесь у нас происходит вот такое вот
такая вот деформация. Что нам нужно сделать? Нам нужно сейчас перейти вот сюда. Мы видим здесь только один глифмастер. Чтобы он нам не мешал в интерполяции, мы его отключаем. Для этого просто можно включить вот сюда на шестеренку, и теперь, как видите, интерполяции нету, как будто вообще не существует этого глифмастера. Поэтому что мы делаем? Вот здесь мы выбираем, допустим, вот эту ширину. Здесь я пишу, там с 85, кажется, было, 87. Ширина 500. Создаю глифмастер с этими значениями. Снова его отключаю, чтобы он нам не мешал. Теперь перехожу в самое тонкое начертание, как видите, оно здесь добавилось. И снова его добавляю. Теперь можем перейти на карту мастеров. Видим, что у нас включен этот один мастер. Здесь это не так сильно заметно, но если я его отключу, его как будто не будет на карте мастеров. И теперь, если включу все мастера, вот они у нас все появились, и все теперь происходит как надо. Теперь наша задача вот эти мастера, все, каждый из них подредактировать так, чтобы он у нас был правильной формы. Конкретно здесь что мы меняем? Я беру и что сделаю? Вот здесь я немножко увеличу вот этот хвост, сделаю его чуть-чуть помягче, чтобы был более плавный переход. Вот это чуть-чуть побольше сделаю. Вот это можно чуть-чуть сделать поаккуратнее. Вот. Здесь то же самое. Вот очень сильно видно вот здесь горб. И здесь видно, что она имеет утоньшение. Поэтому я ее сделаю побольше. Вот это немножко подредактирую. Вот это сделаю. Ну, то есть сейчас я не буду делать это прямо детально. Главное, что я вот ощутимо и заметно делаю вот эту часть посильнее. Вот здесь у нас тоже вот этот хвостик делаем побольше, по увесистее. И теперь он уже выглядит поаккуратнее. Теперь посмотрим. Теперь вот этот переход меня больше устраивает. Он более такой плавный, аккуратный между вот этими промежуточными мастерами. Но при этом, если я поставлю рядом букву B, пускай будет 2L и буква B. И посмотрим. Здесь у нее промежуточных мастеров нету. Поэтому мы видим, что интерполяция проходит как надо, все хорошо. А как насчет компонентов? Мы же помним, что эту букву мы используем в создании каких-то других букв. Например, диерезис или, допустим, вот у нас есть диерезис и есть буква А. Поэтому что я сделаю? Я сейчас выберу латинскую альтернативную букву А диерезис. Это у нас где-то он здесь, вот она. Кликаю сюда. Он у меня здесь автоматически его создал, но так как я делаю другую букву, я пишу здесь Alt, жму Enter, ничего не меняется. Теперь кликаю на создание автолейера, вот он у меня создался. И теперь мы откроем эту букву и альтернативную букву. И что происходит? Начинаем вот так выводить. В принципе, все нормально, но как мы узнаем, что действительно ли все нормально? Мы просто возьмем и какой-нибудь из вот этих мастеров я сделаю именно глифмастер, вот такую прям очень сильную деформацию. И теперь переходим в текстовый режим, смотрим, и что происходит. А вот что происходит. Несмотря на то, что мы сделали в оригинальном какое-то вот такое искажение, а в компоненте, точнее в автокомпоненте буквы А диерезис у нас нету этих дополнительных глифмастеров, они все равно влияют на создание рисунка. То есть в целом достаточно один раз нарисовать, и во всех буквах, которые ссылаются на оригинальную родительскую букву А, все это будет работать. Поэтому я сейчас верну обратно все как было. И в целом все хорошо. Здесь вот в реальном времени все работает, все отлично. Поэтому можно смело делать такие глифмастера, если требуется. Это все будет нормально отрабатываться во всех вариантах компонентов. Вариативные компоненты, обычные компоненты, какие-то уменьшенные версии, все трансформации, которые мы с элементами будем и компонентами делать, они все будут повторяться. Но это не работает с элемент референса, потому что там другая система. Здесь конкретно мы говорим про буквы, которые состоят из других существующих букв, как, например, вот это А диерезис.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.